Холла, амигосы! Вы на канале Здесь Нарцисс, меня зовут Артём, и, как видите, это игра Вампир. Что ж я вам хочу сказать? В общем, первый наш вампир... Господи, не вампир, как его? Короче, с какой-то там... Какой-то скеске, в общем. Изучить кровь... изучить происшествие с телом изменений. Провести анализ крови Уильяма Бишопа в больнице. В общем, мы добрались к больнице. Вот. Доктор Суонси Эдгар, в общем, теперь наш союзник. Он как бы немножко нам все рассказал, что и как происходит. Но, как оказалось, вот этот Уильям Бишоп, он какой-то там скьяли. Короче, он не простой вампир. Забыл название. Вот, и он... Это не тот человек, который укусил нас. И я, знаете, друзья, как-то навожусь на ту мысль, что тот вампир, который укусил нас, он специально нас превратил. Ну, это лично мое мнение, не знаю, так оно или не так. Будем разбираться. А сейчас погнали. Клей. Это что было только что? И гнилые чистые сердца таят в себе семя жизни. Коли жажду из этой реки осуши ее. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Так. Здоровое. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Чтобы продолжить, нажмите. Чтобы увидеть кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и ввести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы сможете получить контроль над его разумом. Нажмите Q, чтобы загипнотизировать Клея. Я не хочу его убивать. Подробнее. Ничем не болеет. Сальный слой вниз, назад. Хорошо. Q. Офигеть. Идите по красному пути, чтобы завести. Идите по красному пути, чтобы завести жертву во тьму. Так я его уже завел. Искушение крови. Нажмите, чтобы объять Клея Кокса или отпустить его. Понял. Нет, я его отпущу, друзья. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life.
Да. И чё? Мне нужно ему помочь. What happened? Понятно. Понятно, что я ему не смогу помочь. Но у меня был вариант, типа, вот-вот. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Ага. Интересно, интересно. 52 метра. Так, ну в общем мне нужно обойти, правильно? Так. Я могу что-то сделать, кстати. Информация. Старый мачете. Почему я не могу этот улучшить? Хорошо. Давайте посмотрим, можем мы ли это улучшить. Часть обычной рукояти. Понятно. Тоже пока не можем улучшить, по идее. Но есть пружины уже 2. Не хватает спускового механизма. Есть аналогичная ситуация. Ладно. Погнали в больницу. Так. Алюминиевый порошок. Ой, что там есть? Так. Неизвестно. Давайте узнаем Good побольше. evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has Gwyneth. already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Да, какая How are обстановочка? things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Ну, Most понятно. of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me.
Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Здесь нечего спрашивать. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Стоп, еще раз. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Подробнее. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. It's freezing here. В общем, в больнице нет даже мест, понимаете, да? Пациенты на улицах. Какая все-таки нелинейность игры, да? Нам обязательно нужно было туда пройти, чтобы... Ну, сами понимаете, чтобы что. Так вот. Так, мы можем пройти сюда, да? Нет. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Понял. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. А его укусил этот чувак или нет? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Я запомнил. Thank Пока. you, Nurse Crane. Так, что это такое? В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Места нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Офигеть. Просто забей, ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun,
Remember, I may have something for you. О, не зря я подошел, друзья. Милтон. Так. Торговля. Не зря я подошел торговать, задать личную жизнь в Лондоне. Давайте поинтересуемся, а потом поторгуем. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack... So what do you do exactly in this hospital? I've been an ambulance driver since... too long, I guess. Понятно. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to... It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Опа. Полностью добра и зла. Новое расследование. Офигеть. Так. Отличный вопрос. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Да, ну сколько это будет стоить? Так, купить Милтон. Продать. Купить. Дробовик Милтона. 315. Ой, а у меня монеточек-то мало. Так, патрон. Картечь. Часть обычной рукоятки. Вот это нам надо. Это я не могу купить. Это нам надо, это нам надо, это нам надо. Крошечная часть. Шок. Масло, винт. А я что могу продать? Так, ну я бы купил вот это дело. И вот это, да? Хорошо. Войти в сад за больницей. Я так думаю, что это в ту сторону. Давайте войдем. Там все-таки зараженный. Кстати, мы можем улучшить сразу вот эти дела? Видите, я не могу просто взять и улучшить. Ну ладно. Попробуем и так справиться. Я не думаю, что там очень уж слишком что-то серьезное. Так, инфлюенция. Часть сопровождается пневмонией. Часто. Чтобы предотвратить распространение испанского гриппа, испанского гриппа все-таки я прав. Не выходите на улицу. Рычание скали в саду. Нужно проверить, пока никого-нибудь не появится.
Согласен. Да, и к слову. Я хочу поменять. 64, 99, 65. Так. И сюда я хочу поставить магазин. Старый кол. Слушайте, ну даже не знаю. Ну, мы же против вампира играем. А в какую сторону идти? Я так понимаю, сюда и нужно идти? Или нет? Так, ладно. Так, сад у нас там. Здесь у нас что-то есть полезное. Ня. О! Ой-ой-ой. А, блин, я забыл, что это много. Тихо, 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 друг. Ах ты тварь. Вот ублюдок. А, у меня восстанавливается? Ой-ой. Ну, видите, да, впереди? Бродячий скаль, сопротивление. Они больше... Я понял, против них нужны вот эти атаки вампирские. Тихо, тихо. В смысле? Так, есть. Ой-ой! Все, мне хана. Сейчас будет. Убегаем, 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 убегаем. Так, тихо. Сейчас он меня убьет. Вот урод. Почти. Что мне делать? Воу! Блин, это плохо. Есть. Оно-то есть. Это плохо. Это бумажники. Фотография в бумажнике. Фотография улыбающейся парочки. На обороте несколько слов. Милтон и Пипа навсегда. Нести бумажники у владельцу. Покромсали они меня. Это тоже какой-то обходной путь, что ли? Покромсали. Крови у меня нету. Крыс я не вижу. Поблизости, по крайней мере. Офигеть, еще один. Шкаль. Я понял, что это нужно для этого кровь. Что делать? А я могу тихо подкрасться к нему? Или не получится? Попробовать уж можно. И крови немножко его забрать. Блин! Вот это я дебил. Тихо. Опа, 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 давай. Ну-ну. Тихо. Тихо. Еще раз.
Сейчас мы себя всю кровь высосим. Все будет ништяк. Блин, я забываюсь вот это переключаться. Вот это лучше. Потому что я тогда хоть попадаю точно. Ну все, тебе хана, чувак, если чё. Все, круто. Если бумажник его владельцу. Что опыта? Маловатенько. Маловатенько опыта. Крыс нету. Так, ну мне, в принципе, сюда и не надо. Чего? А, вот вход в больницу. Я догнал, не дурак. Чего? Объявление. Меры против инфлюенции испанского гриппа. При кашле и чихании прикрывайте рот платком. Ходите на работу пешком. Не сплевывайте. Пейте только из личной чашки. Избегайте скопления людей. В случае недомогания ложитесь в постель и вызывайте врача. Изготовление маски. Возьмите кусок... Короче, понятно. Опущенный комитетом взрыв. Вы поняли, да? Что нужно делать? Так, ну мы обошли вокруг просто, если что. Так, сюда мы войти не можем, а сюда можем. Значит, нам сюда. Двери сами закрылись, отлично. Так, ящичек. Маленькая бутылка. Да, здесь, конечно, жесть. Антисанитария в разгаре. В смысле, это что за фигня? А, вот центральный вход. Вот центральный вход, друзья. А, вот это неизвестно. Качество крови. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Да, я согласен с тобой. Ладно. Торговать? Нет, торговать мы не будем уже. Так. А ты кто? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future.
And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear. Goodbye, Dr. Tim. Так, Good мы evening, что-то Doctor. там еще не узнали. You're exhausted. No, Your attitude is irresponsible, Doctor. you're right. This is a war, Dr. Reed. What can you tell me about Some are really good, and others are not. any opinion about them? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all. Ah, yes, the burden of command. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. Tell me more about Chep. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful. You really seem to admire her skills. I'll go even further. Понял. If she was a man, she would be a damn fine What is the This hospital is not exactly the best. It's not exactly the best situation in London. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. Goodbye, Dr. Tim. Ладно. Так. Please, that mistress of the dark, stop following me. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Понял. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Ладно. Call me. Surely I can endure Так. another night. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Pippa. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Так. Личные. Не могу. Понятно. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. You must get a hold. Sorry, I'm exhausted. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Нет, на самом деле более страшно то, что здесь вампиры. How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change.
You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result. Sorry, Doctor. Pepper, I know you're Yes. Milton Hooks is my man. If you want to... I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. How is the Pembroke staff? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual. Especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a... Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not... Ну все, поговорили. Goodbye, Nurse Hawkins. Честно, эти затяжные, диалоги немного напрягают. Ты кто? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Так, ну здесь понятно, что ничего. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. As long as you're cautious and methodical, you may remain... You're not the first one to warn me. But I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Чё там? Короче, он типа хочет, так как мы, научиться переливать кровь. What can you tell me about... Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. You seem quite optimistic. It's a... I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of... Questions remain about our capacity. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. You want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Новое расследование. Расследование, ну почему оно называется расследование? Не похоже это на расследование. Так, ладно. Я предлагаю, друзья, пока что подняться в наш кабинет. Что там еще? Из жизни зависит от тебя. Требуется медсестры. Обращайтесь в ближайшее представительство министерства, да, и пишите по адресу. В общем, поднимаемся вверх по лестнице. Налево, она говорила, второй этаж. Слева.
слева в конце коридора мой кабинет. Вот второй этаж, и что дальше? Это точно не мой кабинет. Доктор Сванси? Нет. Так это операционная. Вау. Старая пила. Тихо, там что-то еще. Может, что-то сварганить сможем. Карта пациента это Элвуда. Найти свой кабинет на втором этаже. Рит, это мой, да-да-да. Здесь что-нибудь есть хорошее? Не. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Шутит, шутит, друг. Кстати, о иконах. Так, ну это мы потом прочитаем, друзья. Сейчас не будем, потом мы это все сделаем. Пробирка. The flower's dying. It needs water. Где взять воду? Так, здесь что-то есть. Мне вообще нужен стол, если что. Так, это мы тоже потом посмотрим. А, здесь есть предметы вот такие, их можно... Карта пациента... А, все, понял. Так. Так, друзья, будем ложиться спатоньки. Первым делом, конечно же, улучшим себя. Свертывание. Восстановить кровь в венах делая ее беззащитной. Даже не знаю, друзья, что лучше. Запас крови. Вот это можно улучшить. Пока не нужно. Я бы все-таки свертывание или кровавый барьер. Давайте кровавый барьер для начала исследуем. Будет видно. У нас еще 300. Так, это мы можем, но у нас нету. Что-то из этого еще. Сейчас запас здоровья. Давайте здоровье увеличим. Хотя выносливость тоже важна. Ладно, выносливость потом. Все, изи. Ложимся спатоньки, друзья. Следующей ночью. Ну что ж, состояние района здоровое. Полночь в саду добра и зла. Исследование завершено. Что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать нашу серию.
И в скором будущем вы увидите уже новые серии моего прохождения данной игры, потому что она меня прет, друзья. Не забывайте ставить лайки, читать твиттер, подключайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь, кому не лень. Новые видео каждый день у меня на канале. Адиос, амигосы, пока-пока.